А, вон оно что. Это вообще ни о чем. Ух ты, Илюха, нифига себе, здорово, братан. Вау, какие люди. Илья, здорово. Приветик, брат. Пахан Паханович, здравствуй, здравствуй. Илюха, ты чё, ты откуда вещаешь? С России или уже нет? А? В аэропорт собираюсь. Вот везет же, а тут, сука, никак на новый компьютер не накопишь. Ну, зато сыну хоть телефон взял. Ну, такой простенький Samsung А. Я в тот раз икону не так. А, ну вчера у меня, ну ты же видел, Пахан, ты же видел вчера в каком я состоянии был. Чуть этот компьютер не разбил. Вот. Юрий, жизнь в Германии. Андреевский. Привет. Здорово, Юр. Поле, Поле, Миша, приветики. Хорошего стрима, дорогой. Спасибо, дорогая. Я не знаю, пока не это. Сейчас вот начнет опять глючить. Смысл? Илюха, говорю, везет тебе, везет. Давай удачно тебе там отдохнуть. Вот. Прям, блин, везет же людям, а. Кто-то отдыхать едет. Эх, а тут работаешь, 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 работаешь и работаешь. Спасибо. Ну чё, за что мне-то спасибо, Илю? Вот, Салмин Андрюшка. Андрюшка, привет тебе. Чат, всем приветики. Андрюшка, напиши там в чате, как фото поставить. О, это, короче, тебе надо страницу здесь заходить, там потом тебя перебросить на Google аккаунт. Ты же путевый, умный пацан, что разберешься. А вот. Причем тут, Андрюш, твое фото? Ну, Илюха, он не может фотографию поставить себе в аккаунт. Мишка, здорово, маме, привет, здоровья, вчера стрима, привет из Москвы. Спасибо, Сереж, спасибо, привет. Нитрум Лайф, привет, привет. Напишите кто-нибудь там в WhatsApp в группе. Вот. Либо, Сереж, ты... Мишка уже здоров. Да знаю, Сереж, ты здоровый. Знаю, знаю. Надолго ты, Илюха, уезжаешь отдыхать? Э? В Доминикану же, точно. На 11 дней. Красавчик. Везет же. У меня прям зависть такая. Белая, белая, конечно же. Вот. Не, ну а что, если бабки есть, почему не съездить, не отдохнуть? Да? Да. Круто. Что сказать? Круто. Миш, что такой грустный? Да вон завидую, человечек едет в Доминикану отдыхать. А тут работаешь, работаешь, не покладая рук, не моя ног. И никаких толков. Ну, белая зависть, Илюха. Смотри, там это черной завистью может быть. Нет. Все нормально. Да вот, еще с другой стороны, сейчас вот думаю, сейчас опять как глюкнет компьютер и все. Мне все еще будет. То ли еще будет, ой-ой-ой, да?
Тарам-парам-пам-пам-пам-парарам. Может быть, еще все будет, не знаю. Написали, да? Написали? Да. С уважением, администрация. От Серега. 1003. Эх, интернет как гуляет, а. Надо модем покупать. Все еще впереди, тебе еще 20 лет. Добрый вечер. Добрый вечер, Алевтина. Привет тебе, привет. Так, ну чё, Пахан, Паханович, пока ничего не заедать, давай я тебе спою песню, икону. Я ж обещал. Да. А если сейчас он заглючит компьютер, я просто его в окошко выкину и все. А я буду только вам песенки скидывать, пока на новый не заработаю. Если он сейчас, сука, глюкнет. Подожди, спасибо. За что? Еще не за что спасибо говорить. Ты че? Ну, видели вчера, да, в каком, во-первых, я состоянии был. Я не знаю, зачем я стрим этот начал. А во-вторых, в каком состоянии был мой компьютер. Не знаю, что с ним случилось. Вот. Ну, где? Вот он, песня. Всю тетрадку перемотал, туда же и вернулся, откуда начал. Надо, наверное, не понял, прибавить, что ли, чуть-чуть. Что это вот было сейчас? Вот опять заедает. Уголки икона, мать в платочке снова на колени встанет и начнет просить прямиком у Бога за дитя родного. Помоги, Всевышний, сына сохранить. Прямиком у Бога за дитя родного. Помоги, Всевышний, сына сохранить. Все равны пред Богом, пред иконою. Кто войной повязан или зоною, и слезы горькие у русских матерей. У всех, кто ждет домой своих детей. Фото на комоде, муж погиб на фронте, и одна растила сына как могла. Старая икона в церковной позолоте, вместе с ней все беды и боль перенесла. Старая икона в церковной позолоте, вместе с ней все беды и боль перенесла. Все равны пред Богом, пред иконою. Кто войной повязан или зоною, и слезы горькие у русских матерей. У всех, кто ждет домой своих детей. В наших храмах вечно не погаснут свечи, и грехи людские
век не сосчитать. Пусть наступит вечер долгожданной встречи в городе далеком, встретит сына мать. Пусть наступит вечер долгожданной встречи в городе далеком, встретит сына мать. Все равны пред Богом, пред иконою, войной повязанной лизоною, и слезы горькие у русских матерей. У всех, кто ждет домой своих детей. Да, такая песня. Бутырка. Настенька, привет тебе. Привет, Настюш, привет. Класс. Спасибо, что оценил. Так и чё? А вот так. Так, ну пусть немножко прибавим. Так, это не надо. Так, чё, все разбежались, да? Пришли, поздоровались и убегали. Ну, как обычно, в принципе. Да хотя нет, чё ж я вру-то. Некоторые сидят.
что ты? Ну да, в принципе, ее может быть, потому что камера что-то фокусируется на мне. Что ты на мне фокусируешь? Ёптать. Все сбежались. Обалдеть. Вот так вот. Разбежались все. Ну что, пойду это чайку себе налью. Самое-самое. Роза, тебе Дана ушла, наверное. А где все? Я не знаю, пахан. Никого нет. Почти. Это печально. Надоело, наверное, со своей гитарой уже всем. Да. Компьютер нет нормально. Я бы стримил бы, игры бы там. Увы и ах. Так, ладно, пойду я все чай налью, покурю, ребятки, сейчас вам что-нибудь включу. Сейчас если после включения, после будет зависнет камера, ну, нахер тогда даже. Так, круто спели дуэтом. Ох, ёпта, что это такое? Ну да, что-то начинает. Опять начинается что-то. Где-то. Вот круто спели. Куда уходит детство? Вот, смотри. Так, комп новый возьмешь когда? Игры, Мишка, надо стримить. Сереж, когда я новый комп возьму? Вот угадай. Когда у меня бабки появятся, я возьму новый комп себе, понимаешь? Через годик. Подъебал. Молодец. Я рад прям за тебя. Не, ну хорош. Ну хорош. Ну а чё, через годик. Ладно, да ладно, все нормально. Так, я пошел покурю. Вот, и к вам вернусь. Да.
Какие у Насти огромные глаза, просто вообще невозможно, прям вообще, я в шоке. Куда что-то я вот так вот надо вот как-то сесть. Надо вот чуть-чуть вот подвинуться, что ли. Нос как будто красный, я не знаю, что за херня вообще происходит. Все разбежались, ёкарный бабай. Ага. Не так. Интересно. Девки пляшут по 4 штуки в ряд. Нет. Ага. Че, реально что ли все ушли? Ёкарный бабай, вот это ничего себе.
Что, никого нет, что ли? Вот это да. Ха, обалдеть. Я тут. Эй, тут. Буковку перепутал. А что тогда до часа добью, да и закончу. Что, а смысл? Никого нет. Ну да уж. Интересно, интересно. То народу много, то никого. Ты куда? Мусор вынести, что ли? Ага. Уши у меня горят. Кто-то меня вспоминает недобрым словом, наверное. Я в шоке, вообще никого нет. Да обалдеть. Как так, а? Надо же, а. Открыто, Саня, открывай дверь. Сань! Открыто! Я слышу. Здорово. Да, так. Вчера как завис компьютер. Ну, ребята, Я видите. смотрю, что-то это в эфире не было вчера. Да я был там 30 минут и все. У меня все как начало виснуть. А, ты удалил запись? Да. Но сейчас он, видишь, Сережка один сидит, и еще один парнишка. И все. Слушай, когда включаю, короче, шнур, там это написано, это устройство может работать быстрее. Ну, знаешь, USB 2.0. Можно драйвер обновить. Драйвер обновить. Можно. Ну, у меня там что-то драйвер что-то стоит и скачал эту программу. Ну да. Да он вообще, он виснет. Он вообще, я не знаю. Хер поймешь, блядь. Т64-битку можно сейчас скачать. И чё? На флешку. Флешка у меня есть, записать на флешку. Минус сменить. Вот это Да, все слетит есть. только, да? Ну, конечно, заново все скачать.
У меня там вот этот цешный диск, там что-то 3 гига что ли осталось всего лишь в Да памяти. и там она уже не зависит, у тебя же 32 битка. Можно Да. 64 битка поставить. И что, будет лучше работать, ты хочешь сказать? Ну конечно, сравни 32 Ну. бита и ты 64. Ну, надо заняться этим делом. Я говорю, вчера люди сидят, а у меня как все. Я вчера и уставший был после работы. И тут, короче, ребят сидят, я ни одной у меня вот так вот тут камера, тык, встала и все. Я раз там, опять ее заново. Вот. Потом бах вообще, я начал там петь эту бутырку. У меня все встало, говорю, все, нахер, выключил прям стрим. Чуть не расшипывал нахер этот комп. Ну да, хорошо, хоть с эмоциями справился, а то бы расхерачил бы комп и все. У меня там есть где-то это, что-то 3 гига весит обновление, да? Ну да, так же 64, там у меня есть эта херня, я Нет, скачиваю. 64 бит, ну и Windows, в смысле. Ну, Windows. Ну, а 60. программы не идут же некоторые. Я знаю, я скачал ее, но там написано, ее надо куда-то это самое скачать, а потом уже все форматировать и ее устанавливать. Я скачал, ему Владик не даст соврать. Я ее скачал, я думал, сейчас все установится. А ни хера, ее надо куда-то скидывать, а потом вставлять. А, Windows, в смысле, естественно. Ну да, Почему можно с компьютера? Кайл. Выставите высокую производительность, хакеры. Понял, что пишет? Выставите высокую производительность. Хай, этот же, Карлон. Пишет. Не, ну он, оказывается, нормальный такой. Да, Карл, здорово тебе. Высокую производительность. Кто бы нам разгонял бы этот процессор, он неразгоняемый. Да не, комп надо менять просто и все. Да не, в смысле комп нормальный, просто, знаешь, оперативки нахуй добавить еще. Она здесь DDR2 стоит. Третью хотя бы сейчас. Ну там придется материнскую плату менять. Ну вот, я тебе говорю, все менять. Он стоит, да, вот говорят, что... Ну вот, я в смысле брал с отцом 13 тысяч, этот, как его называют, полностью новая материнская плата. Чисто материнская плата. Ну сейчас говорят, что там полтос стоит, там игровой. Полтинник он стоит. Кого нахуй за 400 тысяч есть нахуй? Не, Там ну же- за миллион тоже есть. Алиска, приветствую, привет. О, Олежек, здорово тебе. 13к, 13к. Че, у тебя гитара живая? Да, играю нахуй Да? потихонечку, да. Не надо разгонять. Панель управления, электропитание, управление электропитанием, высокая производительность. Не, в смысле это не помогает, она здесь стоит уже. Я же оставлял ее. Выставлялки, да? Два хакера собрались, и это интересно, кто кого. Нет, Карл, дружище, спасибо, конечно, за подсказки, но я думаю, все-таки надо... Как горит на чужом, или как он, что, пословица? Не, ну, видишь, человек тоже, он, видишь, понимает. Я в жизни не задумался бы до этого, он, видишь, вот, он, значит, шарит в этом. А не про что? Серега А не пишет. про что? Не, ну просто вчера, ну да, меня выморозила эта херня. Вообще. Тут народ сидел, да, достаточно ребята, а у меня он хотел прям кулаком, как у... Ну а чё, при чем тут, в принципе, монитор? Это вот этот вот деревянный, сука, ящик, Макинтош. Надо было его из дерева делать. А там кто, Мишка? Сосед мой, у которого я гитару-то брал. Не который снизу, вот, а который сбоку. Ну, вот. И вот постоянно вот это USB 2.0 пишет, он Ну, быстрее это, может. это, не, у тебя есть, в смысле, USB 3.0 в этом, как, в компе там где-то, блядь, разве. А сейчас это, у тебя вот здесь наружнее, получается, здесь же ты вставляешь, Мгм. у тебя 2.0 выход, а может у тебя 3 даже нету. Поэтому и пишет такое. Не, он пишет, Ересь. можно типа 2.0 там сделать. Можно. Может, я вообще изменю. Да Я хер. 1.0 не, по-моему, не бывает. Нет, у меня камера USB 2.0. Че? А, сосед пришел. Здорово. Или как, привет, сосед. Привет, сосед. Здорово, здорово. Че, ребят, как у всех дела? У нас вернулось лето. А сын где? А? А сын спрашивает, где? Сын вон он там играет. В чем он там играет? Папка.
Нет, что-то другое. Как звать сосед? Саша его зовут. Саша. Александр. 2 дня лета. За 400 тысяч. Тут бы полтос бы накопить, чтобы купить себе компьютер. Там такой простенький, но новенький. И ты говоришь, за 400 тысяч. Ты чё? Мне вообще сказали, в Зелке там кто-то в компьютер шарит. Говорит, за 100 возьми и все. Говорит, забот не будешь знать. Комп? Да. Можно и за Миш собрать спокойно. За рублей 30 можно собрать. О, Миша, привет, зашел. Ну, там- Приветствую тебя, респектос за пение. Здорово, Владислав. Что ты говоришь? Ну, там можно собрать за 30, за 40 тысяч. Да Там- кто его собирать? Я вообще не шарю ни в чем. Материнку на видюху можно купить. Вот Zotac NVIDIA она выпускает. Ну, типа эти заглушки там затычки делают. Так чисто для стрима пойдет. Миха весь экран в буквах. Да я знаю. Нет, это я вот шкалу донатов, которая вот так вот. Я ее вот сюда, да что ты, вот сюда поставил. Вот здесь вот теперь такие. Проще купить, чем собрать. Миха весь экран Да в буквах. не, Че? проще собрать. Ну ты шаришь, а я не шарю, понимаешь? Мне что, я что, буду папку что ли стримить? Нет. Конечно, на. За 200 рублей возьмешь. Да, дашь мне 200 рублей? Да, пожалуйста. Пойдем. Без 3 нулей. Ну да. Согласен, что проще купить, хоть и шарю. Видишь? Вот так. А я вот не шарю. Мне ж чё, нахер мне там какой-нибудь реальный игровой, там мышка за 5000, Почему за 5, за 20 можно? за 20 можно. Да, это собрать, но покупать все сразу. Да, пан. Я говорю, блин, Нет, в смысле, можно в магазине по запчастям, ну, как понял. По Мгм. частям купить и сказать, соберите. Это я Мышку вот за сотку. к одному стримеру зашел, короче, он тоже на гитаре что-то там под минус поет, и что-то кто-то ему задает вопрос, а он, короче, да у меня вот эта подставка под микрофон 37 тысяч стоит, я говорю, вот это ничего себе, вот. Одна подставка под микрофон стоит 37 тысяч, ну куда это нахер? А если электрик, в смысле, через это? Ну, коня, а как? А как по-другому? Естественно, через это. Где же Анастасия? Что-то не заходит. Сереж, я не знаю, где Настя. Миша, у тебя есть ключ? Ну, возьми сигаретку. А комменты Да. пишет. Вот, говорю. Давай. Заходи. Гитару приноси. Самое главное, провода золотые, звук лучше, говорят. Да. Я лучше платиновые, знаешь, пан, а еще лучше это, палладиевые. Во, да вообще шикарно. Вот. Офигенно будет, да? Миша, я попозже 5 подписчиков дам, если надо. Знаешь, хоть 505 подписчиков. Я никогда ни от кого не отказываюсь. Вот. Давай, конечно, что. Спрашивают, еще надо, если говорит. Конечно, надо. Ты что, Владислав? Или все-таки Олег? Или Владислав? Сегодня какой-то американец на меня подписался. Потом смотрю, он уже отписался. Не знаю, на что люди рассчитывают. Что я прям... Короче, побегу сразу подписываться. Провода из Вибрания убери, не ошибешься. Спасибо, Карлу. Спасибо тебе огромное. Да, надо. Продам хату. Все продам. Куплю себе из Вибраниума
провода. Они же мертвые будут. Да, пан, ну откуда ты знаешь, может, он живых приведет подписчиков? Олег родной. Все, Олег. Олежек, я понял тебя. Привет всем. Канал Винегрет. Виктория, привет. Пан, комменты писать будут. О, как? Охренеть. Ну давай, давай, чё. Чего зеваем, не поем? Так пока ребятки собираются, вот, разговариваем. Чё ж, я буду вот прям вот 3 часа, я бывает там и по 5 часов, и все 5 часов я буду ба-бам-бам-бам. Потом пальцы отвалятся, но мне зато еще работать. Мне каждый день, в принципе, работать. Вот так вот. Ну да, натуральный концерт. Это подкол, походу, да, я так понял? Под фонограмму. Под фонограмму? Нет, я вживую пою. Агату Кристи подучил, Миш? Карл, не до этого. Ну, вы видели вчера, в каком я состоянии был уставшим. Зачем я этот стрим начал, я понятия не имею. Вот, а сегодня как-то, не знаю, настраивал ОБС-ку, перестраивал. Ну вот, чтобы вот эта вот шкала не шла, а просто стоял. Надо сделать завтра, как это называется, слайдер, что ли? Чтобы, ну, высвечивалось рандомно имена донатеров. Вот так вот. Виктория, что-то я не понял вот этот тут ваш комментарий под фонограмму, натуральный концерт. Можно поподробнее? К нам вернулось лето все-таки, да. Не знаю насколько, но вернулось. Боже мой, как же интернет-то плавает, ужас. Обалдеть. Меньше секунды можете спросить. Сейчас, подождите, ребята, подожди, сейчас я звук выключу. Так, я сейчас включил звук. Что-то не понял. Так, сейчас, ребят, подождите. Неплохая идея, винегрет, надо обучаться фонограмме, Миша. Пальцы будут целы. Серьезно? Под минус печь, что ли? Нет, сейчас у меня будет все виснуть, я же говорю. Геймер, здорово тебе, дружище, здорово. Да что ж такое, сука, нос чешется-то, а?
В этой стоит сколько оперативки? Я не знаю. Звук пропал. Специально выключу. Вась, здорово тебе. Здорово, здорово, братан. Ну, Получше будет он всё равно. ну давай поменяем тогда винду. Ну, Что, давай. попробуем. Зато по ходу стрима тогда, ребятки, не будет, потому что Да мы... не, почему там, ну, час работает максимум. Все, теперь Миша 700. Саксофон мой можешь. Саксофон мой можешь. Че саксофон, Олежек, я не понял. Спасибо. Спасибо. Ни один не высветился на экране. Но все равно спасибо, Олежек. 700. Эх, еще бы 3. Ну, тихо, ладно. Здорово, Вася, здорово, здорово. Как ты, братан? Не, за час вы не управитесь. Санек. Александр. Не слышит. А почему не управимся? Да она у меня скачанная уже, Карл. Я ее скачал. Ну, я же не знаю. Я думал, что это самая, она сама. Ни хера ее надо куда-то скидывать. Потом, короче, все. Потом ее сам. Влюбленный саксофон, мой канал, все, ухожу, делишки. Олежек, давай, дружище, давай. Спасибо за подгон подписчиков. Вот. Спасибо, что заходишь, да, и пишешь комментарий к моим видюхам. Уже 700 подписчиков, поздравляю. Да, 700. Сегодня с утра что-то там 4 или 5 подписались, через час отписались 6, и так вот что-то плавает, что-то непонятно. Но все равно спасибо. Я нормально, весь в работе. Вась, ну а чё, тоже работаю днем. Вчера вообще, господи, в каком я состоянии вчера стрим начал. Даже компьютер мне походу сказал, иди отдыхай, короче. Начал заедать. Карл, а почему мы за час не управимся? А? Нет, интересно. Почему? Ушла ужинать. Всем приятного вечера. Приятного аппетита, Алис, тебе. Ну, раз уходишь, ну, что, ладно, я ж не буду никого держать, правильно? Ты с компом разговариваешь? Я с соседом разговариваю. Что ж вы веселитесь? Вам бы так попасть в беду. У своей любимой погулять на свадьбе. Да еще на свадьбе, свадьбе с новосельем. Как бы не заплакать при таком веселье. Да еще на свадьбе, свадьбе с новосельем. Как бы не заплакать при таком веселье. На 7-м на лифте поднимусь я вскоре. В двери позвоню ей, и она откроет. Пусть на этой свадьбе я чужой, возможно, а насквозь слезы зря пришел Сережа. Пусть на этой свадьбе я чужой, возможно, а насквозь слезы зря пришел Сережа. Первый тост я выпью за любовь, за дружбу. Все слова скажу ей, что в душе ношу я. Она, целуясь, на меня косится, словно из объятий вырваться боится.
Вам бы так попасть в беду, у своей любимой погулять на свадьбе, да еще на свадьбе, свадьбе с новосельем. Как бы не заплакать при таком веселье, да еще на свадьбе, свадьбе с новосельем. Как бы не заплакать при таком веселье. Кто брал кредиты на свадьбу? Свадьба в кредит — это что-то новое. Ну, чтобы погулять нормально, понимаешь? Народ покормить на халяву, а потом через месяц разбежаться. Мы жили вот со своей в гражданском браке 14 лет. Вот так. Правда, разбежались, но это уже совсем другой вопрос. Тарам-пам-парам-парам. Ага, и в отпуск кто брал? Пойду я покурю, что, все равно что-то народа маловато. Так, что у нас сейчас? Почти час. Ну, еще часок посидим. Наверное, так оно и будет. Сейчас вам чуть включу. Источник медиа ж надо было выключить. Ёперный театра. Так, куда уходит детство? Было. Смотрим дальше. Вот Танюшка наглая, кто не знает Зелки. Знает. Он Вася, Андрюха Салмин. Знает. Сейчас. Увидите ее. Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе не жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь
Васька, ты один остался походу, братан. Да, что-то сегодня вообще. Да всем уже надоело, короче, моя гитара уже. Все. Да. Печально. Час. Синтез. Че за бред? Че это такое? Ух ты, куда все сбегли? Да неинтересно уже, пан. Неинтересно. Все уходят. В воскресенье опять пробовать буду с Happy Wheels. А чё? Синтезатор изучай. Кого? Синтезатор, что ли? Да нахер он мне нужен? Ты чё, мне гитары хватает. А компьютер новый будет, я еще и под минус буду петь. Любую песню почти. Вот. Включил минус, слова есть, поешь что. Кто-то вообще, он стримеры некоторые, включают просто тупо петь. Ребята им заказывают песни. Они включают. Не тянет комп. Я пытался посмотреть, только видел твои трупики. А, Happy Wheels, что ли? Ну, завтра с соседом переустановим винду, если получится. Это у меня 32-битный. Сделаем в 64. Вот. И будем пробовать, что из этого получится, да. Ну, в любом случае, пан, я же впервые вообще с телефона стримил. И то люди сидели. Просто надо как-то, ну представь, да, вот заходите вы, да, там, Миш, спой эту песню. Я говорю, блин, давайте под минус, пойдет? Ты там говоришь, пойдет. Я включаю вкладку, другую Яндекс там, или что, пою песню под минус. Что, плохо, что? Нормально. Не все ж под гитару петь. Если все песни под гитару изучивать, это надо работу бросать. И сидеть тупо на ютубе и искать эти песни. Их миллионы, этих песен. Так что вот так. Да, и самое главное, это видео-то не это, все тормозило, а звук шел. И звук вообще не тормозил. А ну ж видишь, может быть, еще из-за чего? Из-за того, что у меня телефон идет как модем. У меня модема нет. А такого вот у меня роутер стоит, он максимально 8 мегабит выдает. Все, я поначалу делал стримы с этого, с роутера. Вообще все висло. Что там такое вообще? Что это? А Артем начал стрим. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. О чем ты? Не понял. Так легче искать меня. Юрий Лайв ТВ. Я понял. А можно сделать еще проще, Юр. Знаешь как? Ты зайдешь сейчас со стрима, выйдешь, зайдешь в сегодняшнее видео мое, дневное, напишешь там комментарий. И все. Я после стрима зайду и подпишусь на тебя. Или что, о чем ты там говоришь?
Сам-то музыку слушаешь? В смысле? Вообще? Конечно. Я пою же в приложении Karaoke by Smile. Вот. Слушаю, естественно. А как же? Оно так и было, только лайф вставил. На работе дома все старенькое из 90-х и нулевых. С 90-х и нулевых. Оно так и было, только лайф вставил. Лайф. А, Юр, ну значит я на тебя подписанный. Да. Пан, а чё петь? Медузу? Или чё? Новых исполнителей? Каких новых исполнителей? ЛДЖ, Тиму этого, как он? Белорус, этих что ли? Или чё? Или то, что я не осилю, типа Ария, либо Алиса. Я такой не умею, понимаешь? Девяностые, нулевые, не знаю, моих годов, ребят, их всегда будут слушать. До конца своих дней. Там хоть смысл есть в песнях. Попробуй, потом говоришь, что не умеешь. Чё не умеешь? Что-то теряю уже, короче, аналогию. О чем вы, парни? Какие глаза у меня бешеные, не знаю. А где она, эта песня? Давай я еще что-то спою. Киш на 4 аккордах. Алиса 3 аккорда. Что там не уметь? Значит, руки не доходили. Не доходят. Когда мне петь? Когда мне новое разучивать? Карл, скажи мне. Днем я работаю, вечером вот так вот сижу. Да вы же видели вчера какой? Я вчера пришел и через час зачем-то включил стрим. Так что я по второму разу-то мотаю? Ёкарный бабай. Нормально. Этим надо заниматься. Я же не профессионал, правильно? Если бы я этим занимался, действительно, там, как вот стримеры эти, блогеры, они этим живут. А я живу работой, а это мое хобби. Вот. Я понимаю, сейчас какой-нибудь профессионал зайдет, скажет: ёпта, ты что тут поешь вообще? Что там петь, вот как ты пишешь? Что там петь-то? Вот. Даже в Зелке, вот где я начал петь, собственно, возродилось у меня желание. Там такие певцы есть. На самом деле идея с новыми исполнителями была посеяна и скоро прорастет. Ну, не знаю, вряд ли, потому что мне проще, я тебе говорю, накопить на новый комп, заработать я имею в виду. Вот. Купить его и под минус петь. А под минус можно, да.
много чего спеть. Да что ж такое-то? Где она? Я не понял вообще. Так, это что у нас? Ага. Посмотрим, что. Вот он. Твоя уникальность в живой игре и пении я считаю. Ну, да, это ты, наверное, прав, но, видишь, людям надоедает, наверное, одно и то же. Хотя я вот в Зелке 5-й год. Оцифруй тетрадку, не дай бог, намокнет. Да не, чему тут мокнуть? Ты чё, тут все сухо. Душу мучает порой царящий в нем покой. Я своих фантазий страждущий герой, о любви моей живой все образы со мной. Я часто вижу страх смотрящих на меня глаза. Им суждено уснуть в моих стенах, застыть в моих мирах. Но сердце от любви горит, моя душа болит. И ласковых фигур прекрасен вид, покой везде царит. Я их приводил в свой прекрасный дом, их вином поил, и развлекались мы потом. Иногда у них легкий был испуг от прикосновения к нежной шее крепких рук. Я часто вижу страх смотрящих на меня в глазах. Им суждено уснуть в моих стенах, застыть в моих мирах. Но сердце от любви горит, моя душа горит. И восковых фигур прекрасен вид, покой везде царит. Вот несет одна мне свои цветы, вот стоит другая, я в мечты. Я пытался их до смерти рассмешить, но пришлось, как в старой сказке, просто задушить. Я часто вижу страх смотрящих на меня в глазах. Им суждено уснуть в моих стенах, застыть в моих мирах. Но сердце от любви горит, моя душа болит. И восковых фигур прекрасен вид, покой везде царит. Да, скорее всего, руки не доходят, потому что вот эта песня, она для меня это очень сложная песня.
Творческие заикания тоже в тему. Я прям утонул в ностальгии, по всему телу приятно типа разливать свою любовь, эти вибрации. Ха, люблю эти вибрации. Вот. Да ну чё, какие вибрации, Карл, ошибка на ошибке, ну. Ты брось. Но, знаете, насчет этого есть хорошая пословица. Всегда есть выше, сильнее, умнее. Предела совершенства нету. Да, вот, например, я. Кто-то лучше меня играет там, в 100 тысяч раз. Вот. Кто-то лучше него еще в 100 тысяч раз. Это как Солнце, да? Наше солнышко помещается около миллиона планет Земля. Наши, ну, Земли. Вот. А есть звезды, которые в миллиард раз больше Солнца. Прикиньте, ужас. Не, хорошо, подходит для твоего исполнения. Да, нехорошо. Или... Да ну выучите это. Я говорю, парни, ну просто не доходит. У меня времени нету. Просто иногда бывает то, что... Я вот сейчас из-за стримов, я раньше с работы ухожу. Раньше. Чтобы вот только немножко отдохнуть и чтобы начать стрим, чтобы не во вчерашнем состоянии, вот в таком вот сидел я. Я же удалил этот стрим, ну я посмотрел, да ну нахер, ужас какой-то. Вот. Время надо искать, Миша. Да брось ты чё? Я чё, фанатик что ли такой гитары? Чтоб вот прям я буду время выискивать. Это надо этим заниматься вообще, понимаешь? Заниматься, надо работу бросать. Тогда надо заниматься. Надо, во-первых, перво-наперво. Ну, вебка-то у меня появилась более-менее, но можно еще лучше, но это ладно. Вот. Опять перво-наперво, это надо нормальный компьютер. Правильно? Чтоб в случае чего, чтобы... До того же, да, короля и шута там ели мясо мужики. Сможешь? Да не вопрос, открыл минус. Под минус пойдет, пойдет. Бах, включил минус и... Вот, и под минус спел. А потом уже какие-то песни искать, там, записывать ваши песни. Там, ты написал это так, под гитару или под минус. То или так, или так, или так. А какое время выискивать? Ты чё? Я вам выходной, там у меня там воскресенье, я сам беру. Я до обеда только сплю. Потому что устаю. Такая вот работа. Че я никуда не еду, а то сейчас если куда-нибудь в Москву поеду. Какие нахер стримы? Все. Карл Харе, лечить, ты задрал уже умничать, сам возьми, заряди стрим. Нет, Алис, на самом деле Карл действительно хороший человек. Вот. Когда ты играешь и поешь. Карл, да, молодец. Молодец, заметил эту искру. Но понимаешь, искрой-то сыт не будешь ни хера. Понимаешь? Я понимаю, вот блогеры, там, стримеры, у них там сотни тысяч подписчиков, они этим живут. Они живут ютубом. А это мое хобби. Вот. А с хобби бабла не поимеешь. Я бы с удовольствием, я вот в Зелке сколько лет уже говорю, и тут вот сейчас вам говорю, да, я бы бросил свою работу, занимался бы ну, хоть каким-то, да, я все равно хоть чуть-чуть, но я умею петь. Я бы занимался этим. Хоть у нас музыкальная школа есть, я бы ходил, GoPro себе купил бы, уроки вокала брал. Если бы мне это выхлоп давало, у меня никакого выхлопа, это хобби мое просто, и все. Вот оно как. Что тут скрывать? Так что вот так вот. А Алис, ну, он нормальный человек, оказывается. Я тоже думал, что он какой-то там контрацептив. Он нормальный человек. Ну, он, понимаешь, мы с ним дискутируем, как бы. Вот. Болею я на уровне хобби просто, Карл, этим. И все. Дальше это не выйдет никогда. Вот. Нормальный на зануды. Ну и пусть что, все со своими причудами. Так вот. Ну там, конечно, некоторые там, которые ютубом занимаются, они там себе их, как говорится, их хаты покупают. Конечно, какая им нахер работа? Я же говорил вот недавно, я смотрел там один стрим, вот, одного человека, я не буду говорить, и к нему, он там в чат рулетки херней мается просто, всех нахер посылает. К нему зашел такой мужик, прям говорит, слышь,
малой, тебя бы на завод, вот, ты бы по-другому, перестал бы так вот дурачиться. Он говорит, на заводе вы будете работать, деревенский. А я сижу тут, мне бабки платят. Да столько, сколько, говорит, ты на заводе за год не заработаешь. Вот. И все, он прав. Че, таким вот, как где они будут работать? А я же живу в деревне. Поэтому это мое хобби просто. Хочу, ну, хотелось бы что-то, что было больше, но такого не будет. Ну ладно, все. Карл, вот и делай. Да ну, сделай стрим. Ой. Да что ж такое, нос? Миш, Алиса меня постоянно отвергает. Можешь сыграть нам что-нибудь для влюбленных? Давай ты на белый тань, а я тебе мистер Кредо. Знаешь, да? Медляк, мистер Кредо подойдет? В этот серый скучный вечер 3 корочки хлеба для Алисы. Да, я помню, как ты задонатил мне 100 или сколько рублей. Что там? Этот был аккаунт, я прям, блин, ну ты понял, да, про какой, как ты его назвал? Я сразу понял, что про нее это было, про Алису. Так что так, Карл. Конечно, охота, конечно. Ну что, я с 19 лет работаю сварщиком. У меня все тело пожженное. Ну, так и будем. Каждому свое. Так что вот так. Да, Алиска любит ласк. Ержан, здорово. В этот серый скучный вечер я тебя случайно встретил. Я позвал тебя с собою и назвал своей судьбою. У тебя глаза, как море, словно ночь твои ресницы, твои руки, словно крылья, крылья одинокой птицы. Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся, и ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся, ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Среди серых стен молчания я тебя нашел случайно. Я позвал тебя с собою и назвал своей судьбою. У тебя глаза, как небо, словно ночь твои ресницы, твои руки, словно крылья, крылья одинокой птицы. Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся, ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Сегодня в белом танце кружимся, наверное, мы с тобой подружимся, ночью мы вдвоем останемся, а утром навсегда расстанемся. Так что, Карл, это все останется на уровне хобби. Да. Потому что я так понял, ну не актуальна сейчас гитара с такой простой аппаратурой, как у меня, понимаете? Как бы это ни печально, как бы это... надо смотреть правде в глаза. Мозголомик, Валер, здорово! Я видел, ты что-то там стримы пытался то ли завести, либо что, я тут ОБС-ку настраивал. Вот. Наташ, привет тебе. Привет всем хорошим людям. Да, ребята, привет. Красавчик, здравствуйте все. Эрик, а где твое коронное вот это вот? Я что-то... А, ты в стриме. А это там у тебя что, ребята, да? Там всем своим подписчикам там привет от канала Михаил Пугачев. Вот. Пан, где этот ободранный котел, он беспокоит. Вернее, ты в эфире.
Ну да, да, там ребятам, всем своим подписчикам от меня там привет огромнейший, да. Вот. А если ты стримишь, это считай, со стрима своего нас зашел на мой, да, в прямом эфире, как бы, да, я так понял, или что? Эрик, я не понял, вот это что это, где это твое там категорически там рад тебя приветствовать, мое ответное катастрофически рад тебя видеть. Что происходит? Посижу, посмотрю тебя чуть маленько. А, ну посмотри, что. Да что, сука, такое, нос чешется. Да, Иржан, здравствуй. А, Иржан, я же его видел уже, да. Так что вот так, Карл, такие вот дела. Ну, развиваться, конечно же, надо, ну, по-любому. Ну, вот пока вот так. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна. Да-да-да, я рад за тебя. Категорически приветствую. Катастрофически, Эрик, я тебя рад видеть. Катастрофически, прям. Мини. Понятно. Мини. Мини. Что за мини, Иржак? Короче, ребята, пойду я дымну. Я вернусь. Я понял, Карл, о чем ты? Вот. Сейчас споем группу. Цоя. Споем. Не вопрос вообще. Так, лапочка Танюша у нас была. Листаем дальше. Ну где ты? Лирика. О, лирика. Отстань от меня, ёршик туалетный. О чем ты вообще не понял, но было прикольно. Ладно, сейчас я вернусь. Он сегодня вообще чуть всех с ума не свел своими познаниями истории. О, как нифига себе. Обалдеть.
Что за бред вы там несете, фотожоперы? Вы что, гоните что ли? Я в программе пою и все. Они ко мне сами присоединяются. Девчонки. Ну вот, тырить чужие видео, ну конечно. Эх, ребятки, что же это? Ну как так, а? Настена, привет тебе, Настенька. Мы тебя раскусили, ой. Обалдеть. Привет, Настюш, привет. Тупо лайк. Тупо лайк. Нос расти начал. Да куда ему расти, Эрик? Смотри, какой огромный. Я только проснулся, я болею. Настя, что случилось? Что, простыла или что? Желаю всем, ребят, болеть, если только от любви, да. Взаимной, чтобы она была взаимная любовь. Вот. Ах, как хорошо сказал, надо записать. Вот. Любовь же это болезнь. Ну, если она действительно такая, что прям сохнешь по человеку. Ну. Здорово, дядь. Трамор. Здорово. Но мы тут видюшки с тобой смотрим. Вот, с твоим участием. Горло, голова раскалывается. Ой, блин, как это знакомо. Сейчас Трамор придет, и я ей все патлы повыдираю. Голова. Явился. Да, ты быстро перекрашиваешься, правда. Что блондинка, то... А знаете анекдот, да? Короче, блондинка умерла. Думает, давайте, короче, скроем ей голову. Чё они такие тупые? Короче, скрыли черепную коробку, а там вообще ничего нет, там и ниточка такая. Маленькая такая, беленькая, тоненькая. Ну вот, наверное, там мозг. Давай посмотрим. Отрезали, уши отпали. Миша, выздоравливай, хорошо посидеть, чау, какао. В смысле? Я-то не болеет, Настя болеет. Настенька болеет. Уши держит. Да. Ты Карлу понравился. Все, совет вам и любовь. Кто Карлу понравился? Фу, только не Карлу. Только не Карлу. Трамор, давай ты удали это сообщение, дружище, не надо вот. Только не Карл. Отвечать надо, ты чё, я по девчонкам, а то сейчас смотри. Нахер. А придется. Вот так вот. Да, про блондинок анекдоты вообще. И про наркоманов тоже прикольный анекдот. Саш, здравствуй, Саш. Я забыл с тобой поздороваться. Александр С. Здорово, братан. Ну, вас поперло. Ну, они на своей волне, Саш, ты не обращай внимания. Главное, что сидят, не уходят же, видишь? Вот. Ну что, мы лошадку чесать будем или завывать начнем? Ау! Выть начнем, да. А что хотел петь-то? Спеть, который не пел, этот стопудово я не пел эту песню. А чем мешаем-то мы? Не-не-не-не, ничем вы не мешаете, вы что? Не мешаете, наоборот. Ау-ау-ау. Я тебя все равно на это, сука, такая хорошая песня. Да, вот, когда Луна занимает трон. Артем. Тёма, здравствуй. Пропащая душа. У тебя там не крашеных 20 оградок стоит, дорогой друг. Я тебе серьезно, на полном серьезе говорю.
занимает трон, и людям снится каждому свой сон. По небу бродит одинокая звезда, и встречи ждет с другой звездой всегда она. По небу бродит одинокая звезда, и встречи ждет с другой звездой всегда она. Наступает ночь, и вновь царит луна. Звезды из темноте видно из окна. Тишина везде, и только слышно, как плачет в темноте одинокая звезда. Я протяну руку к небесам и расскажу им, как одинок я сам. Вот и скажу я той звезде: ты падай вниз, и одиночеством своим ты поделись. Вот и скажу я той весне: ты падай вниз, и одиночеством своим ты поделись. Наступает ночь, и вновь царит луна. Звезды в темноте видно из окна. Тишина везде, и только слышно, как плачет в темноте одинокая звезда. Да. Люблю, целую, а дальше спать плохо очень, я мысленно с тобой. Блин, Настюш, неужели так все плохо? Господи, у геев бывает спонтанный секс? Слава богу, я даже не знаю. Перепрыгнули, 701. Серьезно? Это кто же подписался 701? А чё 701? Вот лучше пару тысяч человек бы онлайн посидели бы, посмотрели мой стрим, и сразу бы у меня 240 тысяч минут бы выстрелили. У Александра нездоровый интерес к подписчикам Михаила. Ну чё, просто человек интересуется моим каналом. Да. Это когда ребята с другого канала зашли, и он зашел, и вот он и остался. К старшему позвоню только. Да, мне сегодня пришел, кстати, Саша, отчет, что-то плюс 136 подписчиков за месяц. Что-то 73 раза моим видео поделились. 18 тысяч комментариев, что-то. Да, хер с ним. Ну, это так просто. Для меня же это все в диковинку. Но я все равно тремору любого поддержать. Не, в воскресенье все. Трамор, ты просто трипер, господи. Ну хорош, вы что, начинается. Это. Если завтра мы винду переустановим, вдруг получше будет. А, вот, Карл, ты же шаришь, я так понял. И что, прям получше будет? Если он 64-битку установит мне. Или это то же самое будет?
Или будет лучше? Будет лучше, конечно. Ну все, тогда завтра. Не, ребят, я в любом случае завтра, да, все это вот эти, особенно чат вот этот, в ОБС-ке же нет чата. Но я ОБС-ку буду назад скачивать. Потому что можно будет скачать Streamlabs OBS, там и чат встроенный. Хотя, может быть, Streamlabs лучше скачать. Там и чат встроенный, все там встроено. Я не знаю, посмотрим. Ну, в любом случае, компьютер мне по-любому надо будет. Вот сына я отправлю домой, он скоро уедет. Буду копить на компьютер, да. Буду работать так же, как и сейчас. Буду копить на компьютер. Ну, серьезно. Как бы, как некоторые мне люди тут писали, не останавливайся. Вот. Сколько кадров в секунду сейчас. Слушай, а я не знаю. А где это смотреть? У меня вот пропуск кадров 22. Лайв это сколько время? Рекордс, но я запись не веду. ЦПУ 54% у меня загружен. Килобит в секунду 1622. 64. 32-битная ты имеешь в виду? Танюш, привет тебе. Танечка, солнце мое, привет тебе. Как у тебя дела? Скажи мне. Ролл. Я не знаю, что это такое. Ну не смейтесь, ребят, я ж не шарю в этой херне вообще. Я этот ОБС, ну, они же все 64-битные. Я столько их, я штук 100 их скачивал, потом удалял, естественно. И вот все 64-битные. И вот чудом я просто нашел 32-битную и установил. Вот. Ролл. Все так же, Мишка. Блин. Я так соскучился по твоему, Танюш, голосу, ужас. Это просто прям. Ну, а чё, Карл, вот этот ролл ты написал впереди восклицательный знак? Это что это такое вообще? Кадр в секунду. Вы слышите сколько? FPS кадра в секунду. Отражается в проге, который видео захватываешь. FPS 30 FPS, если ты про это. Фу ты, блин, 30 FPS. Я мастер автоматической настройки включал, у меня 30 FPS. Между прочим. Ну и где эту команду выводить? Не настроена команда. Конечно, не настроена, ребята, где ее выводить-то? А вы чё? Чё, в ОБС где-то? Ну, у меня вон показывает 30 FPS. Трама шарит. Да я так понял, говорит, я тут один дуб-дубом. Ну, не соображаю. Чё тут скрывать? Услышимся, значит, скоро, да, Танюш? Что они пишут, я сижу молчу. Ну, компьютерные гении, Сереж, понимаешь? Хакеры, ну. Вот. А я дуб-дубом. Ну что, если я не понимаю в этом, что я тут буду умничать, что ли? Я вообще ничего не понимаю. Ну, значит, завтра будем переустанавливать винду 64-битную делать. Посмотрим, если он придет. Я в любом случае запущу этот стрим. Там, пусть даже без чата он будет, либо что. Посмотрим. А что загадывать нахер? Все может измениться в одну секунду. Карл, а так? Танюш, ты тут, Танюш? Может тебе что-нибудь спеть? Эксклюзивно для тебя. Даже 30 FPS. А вот когда я стримил игру, вот это вот, Happy Wheels, у меня там что-то 18 FPS было, 16 FPS. Скакало ужасно.
Вот. Что-нибудь спой. Я не соображаю, сказал человек с VPN-ами двумя анонимайзерами, господи. А чё меня там нет в списке донатеров? Сереж, я не знаю. Завтра я знаешь, как сделаю? Наверное, они будут вот так вот рандомно открываться. Вот так вот сбоку. Да что ты, сука, вот здесь вот рандомно. Твою любимую. Какую любимую, Таню? Не, ты давай, говори, какую тебе спеть. Я тебе ее спою. Сережа самый первый, ребята, донатил. Самый первый. Когда я сидел с телефона, я начал стримить. Вот он мне самый первый его донат, 25 рублей. Еще ничего не высвечивалось на экране. Вот. Миша только 8 призовых мест. Да нет, можно и 30 сделать. Вот, но мне кажется, от этого тоже же может глючить. Правильно? Может же вот от того, что будет вот это вот, как вот постоянно строка вот этого донатеров будет идти. Может же от этого тоже компьютер глючить? Или нет? Я думаю, может. Да? У меня нет идеи. Сейчас тебе журавли спою, Танюш. Матери она понравилась. Я ее как-то списал почему-то. Ну вот. Я ее списал. Так что трафик-то идет. Вот. У других стримеров нету этой строки. Да ладно, нет. Еще как есть. Есть. Там у многих, да вообще приколюшки там всякие. У меня... Так, тихо. Ой. Улетали журавли на юг, от зимы, от холодных вьюг. Унесли они с собой и радость, и весну. Я хотел тебе сказать прости, ты побудь со мной, не уходи. И слеза, скользнувшей по щеке твоей, упала. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Ты ушла и больше нет тебя, поделилась вновь пустота. Одиноко догорала на столе свеча. Я желаю, чтобы, как всегда, ты смотрела нежно на меня. И журавли вернулись, чтобы поскорее сюда. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Да, Димка при мне 2 раза по 1000 рублей донатил. Это с кем, Евген? Ну это не на моем стриме. По 25 рублей донатит максимально. Ну нет, вон там, ребят, все написано, кто сколько кидал. Вот. Завтра я, наверное, попробую сделать, чтобы рандомно это все вылетало. Не поставил полоску, значит. Кто не поставил? Не понимаю. Танюш, нормально, Танюш? Пойдет песенка? Спасибо. О, Наташа вернулась. Привет, Наташенька, ты сидела и подслушивала. Танюш
Танюша, у нас тоже дожди, так что не плачьте. Тихо, Сереж, тихо. Тихо. А Сид и Нэнси выучил? Прикольная песня. Господи, ну Таня, ну только ты не говори вот насчет Сид и Нэнси. Алекс Бит. Здравствуй, дорогой. Здравствуй, друг. Мишка, а я чё? Не трогай ее, Сереж, вообще никак. Плюс Сид и Нэнси. А чё за песня? А под гитару играется, ребят? Чё за Сид и Нэнси? Ну, идея, как снежный ком набирает вес. Кого не трогай, ты угораешь. Так, Алекс, не прогулишь больше работу. Потрогай меня, Сережа. Таня, видишь, сама разрешает, потрогай ее. Люмин, Сид и Нэнси. Маэстро авто. Здорово, Миша. О, маэстро, ёкарный бабай. Вот это ничего себе. Здорово, дружище. Какие люди. Ух ты, что это было? Далеко очень ближе есть. Завтра утром на рассвете я стану просто вспышкой света. Боже мой. Это слова из песни, что ли, ребят? Так и помрешь девственником, Сергей. Здорово, рад слышать. Взаимно, взаимно. Ну, шучу. Нет, Таня, у него все с этим хорошо. Ух ты, сейчас у меня, сука, экран погаснет и все. Вот, блин, а. Не обижайся. Да нет, Таня, у него там все нормально с этим делом. А, точно же, Карл, ты ж, да, я ж тебе обещал. Вот вы напоминайте мне, напоминайте, я ж забыл. Тут я же читаю чат. Трамор, на стрим к Ку придешь? Нирвана. Дело к сансаре движется. В смысле я обманул? Ты чё? Карл, это прям вот как-то обидно, блин, звучало. В смысле, Танюш? В роковском стиле, что ли? Ну, там девчонка испугается, ты чё? В траве сидел кузнечик, совсем как огуречик, совсем как огуречик, зелененький он был. Представьте себе, совсем как огуречек. Представьте себе, зелененький он был. Да. Сереж, а ты видел вообще Таню Наглую? Я периодически включаю песенки с ней, как мы поем с ней. Эх, побольше мощи бы. Ну, такой вот маэстро. Не.
Не, это херня, вот это вот. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, в сердце бережно хранить, целый мир готов тебе я подарить. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. Да, прикольно, ну помощи бы, побольше бы. Ну тут слабенький комбик у меня, вот. Так, ладно, Карла, играем песенку, да. Ирина Сергеевна, здравствуйте, Ирина Сергеевна, здравствуйте, здравствуйте. Так. Ой. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна, и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. И никто не хотел быть виноватым без вина, и никто не хотел руками жар загребать. А без музыки на миру смерть не красна, а без музыки не хочется пропадать. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Ириш, давай, я в Зелку захожу, ты там светишься спокойно. Да вот. Не знаю, что, напиши мне что-нибудь в Зелке после стрима. Поболтаем. Вообще не вопрос. О, маэстро автора, Да ладно ты, маэстро, что это Какой нахер так? На уровне хобби. Давай через сколько? Когда стрим закончится, когда ребята разбегутся, тогда и... Что, 2 часа только стрим идет, сейчас еще часок. Я тебе маякну, я в Зелку зайду и... Миша Панк, ох, нифига себе. Мишанька, здорово тебе, дружище, здорово. Давненько я тебя тут не видел. Нет, подожди, я вру. Ты был не на вчерашнем, на позавчерашнем, наверное, стриме был. Ребята, брысь. Окей, валим. Куда?
А у вас там же где-то, да, чат починили, короче. Туда-сюда, шурумбуру. Давай я спою твою песенку, пойду дымить. Ой, точно, надо покурить. Солнышко, ты мое ясное, где ты, тебя я ищу? Что же, быть может, прекраснее видеть улыбку твою? Солнышко, ты мое ясное, как же мне жить без тебя? Что же, быть может, прекраснее просто любить тебя? Закрываю глаза, представляю тебя рядом, ты теперь далеко. Жизнь мне кажется адом, ты теперь не со мной, может быть с другой, чтобы стало легко, я глаза закрою. Солнышко, ты мое ясное, где ты, тебя я ищу? Что же, быть может, прекрасней видеть улыбку твою? Солнышко, ты мое ясное, как же мне жить без тебя? Что же, быть может, прекраснее просто любить тебя? Знаю, ты не забыл, да и я все помню, как страдает душа, наполняясь любовью, ты не знаешь как, разрываясь на части, сердце бьется любви, ожидая счастья. Солнышко, ты мое ясное, где ты, тебя я ищу? Что же, быть может, прекраснее видеть улыбку твою? Солнышко, ты мое ясное, как же мне жить без тебя? Что же, быть может, прекраснее просто любить тебя, любить тебя. Да. Ты что все включил-то? Да, я сейчас просто выносила. Сейчас мы вернемся назад после этого. Там пара. Мишу, спасибо. Да, Ириш, мне не сложно, но ты же знаешь. Я очень рад. Тара-та-тара-та-та. Это что это у нас? Чат. Так, а как же... Нет, ничего с ним делать не будем. Завтра рандомно сделаю, будут рандомно высвечиваться донатеры. Так что, Карл, говоришь, значит, поменяю, лучше будет, да? Ну, посмотрим. Завтра поменяю, настрою. Наверное, чата не будет. Завтра же смогу Streamlabs скачать. Блин, опять все настраивать там по новой. Streamlabs я же не знаю. Тут по OBS-ку я знаю, как что настраивать. А вот там Streamlabs. Нет, я пусть лучше запущу стрим вот в 9 часов. Зато будет все нормально. Посмотрим. Не знаю, мне кажется, надо компьютер просто менять и все. Хотя... Что-то у нас 2 зрителя. Ну, все разбежали, все убежали куда-то. Курить я пошел, точно. И, ребят, если там где-то у вас еще там тусовка, я не против. Бегите туда, там разговаривайте. Я в любом случае я рад, что вы заходите ко мне на стрим. Ну, поддерживайте меня. Так, отпускаем. Мы смотрели, значит, дальше поперли. Круто, отпускаем. Маленький шут. Вот это прикольная песня. Да. Включай клип с Алиской.
колпак. Лысая башка трещит от глупых песен, тяжкое призвание дурак. Бруто говорит, что смех полезен. Грим скрывает тысячи морщин. Сизый нос, опуха табака и пьянство. Маленький беззубый орликин. Дуралей устал от хулиганства. Смех зазвенел королевской монетой. Маленький шут в позолоченной клетке. Пьяные сны, карусели и черти. Маленький шут, самый грустный на свете. Завтра будет новый маскарад. Рыцари, турниры, фейерверк и танцы. Шут наденет красочный наряд. Будет бегать, прыгать и смеяться. Пощекочет ножку королю. Рассмешит принцессу безобразной пляской. Гайр подражает соловью, но скрывает ворона под маской. Смех зазвенел королевской монеткой. Маленький шут в позолоченной клетке. Пьяные сны, карусели и черти. Маленький шут, самый грустный на свете. Зазвенел королевской монеткой. Маленький шут в позолоченной клетке. Пьяные сны, карусели и черти. Маленький шут, самый грустный на свете. Смех зазвенел королевской монеткой. Маленький шут в позолоченной клетке. Пьяные сны, карусели и черти. Маленький шут, самый грустный на свете. Нам, говорит, не выжить, да? Нет, это еще цветочки, ребята. Потом попозже включу другую. Там жутковато. Ох ты, Юленька, привет тебе, привет, Юленька, Милтон, привет тебе, Юля, здравствуй. Шо ж ты так рано-то зашла? Всего лишь 2 часа прошло. Вообще, слезы просто. Ну нет, я шучу, конечно, спасибо, что зашла. А то сейчас скажешь, да ты охерел, что вообще я зашла, я драгоценное свое время убиваю на тебя. С твоими песнями беспонтовыми одними и теми же. Я на работе просто. Вон как. Эх. Мне бы такую работу, чтобы можно было сидеть на ютубе. Ну да. Да все, Юлюш, никого нет почти. Наверное, я не вижу, кто тут, что тут. О, Сережа.
Серега, ты не ушел. Ты тут, оказывается. Чат вспыхнул и погас. Да, пан, совершенно верно. Только молча. Сегодня ты грустный? Да нет, ты чё? Саш, ты в смысле грустный? Ты чё? Коля. О, Колян, здорово тебе, Колян. Здорово, Коля. Давайте песенки. Да давайте песенки. Что ж ты? А какие, Юленька? Шатунова, может быть. Коля, здоров. Ты так и не запускался. Она с него не сводит глаз и молча льет в подушку слезы. И пишет строчки о любви, и тут же жжет. Она еще не поняла, она еще вполне серьезно надеется и верит, что он подойдет. Забудь его, забудь, уйдет любовь, как дым. Ведь у него в мечтах не ты, не ты, не ты. Забудь его, забудь, уйдет любовь, как дым. Ведь у него в мечтах не ты. Слепа в любви своей, не слушает чужие сплетни и пишет строчки о любви и просто ждет. И в общем безразлично ей, с кем он проводит вечер летний. Надеется и верит, что он подойдет. Забудь его, забудь, уйдет любовь, как дым. Ведь у него в мечтах не ты, не ты, не ты. Забудь его, забудь, уйдет любовь, как дым. Ведь у него в мечтах не ты. Артем, здорово, я видел, что ты стрим начал, ну, я не могу зайти, вот. Класс, как всегда, на высоте. Сейчас соберем народ, так, ребята, делаем рекламу. Ну, да как, кто что сделает, Юль, ты о чем? Ну, ты, ребят, своих и друзей зовут, и на том спасибо. Ты что? О. Да, кстати, пан, ты что ли писал? Коля запускает, он почти каждый день запускает стримы. С ОБС-ки, да. Ну, вот. А я в стрим не... А я в стрим мог зайти. Чуть я не смог, может, зайти или что, или... Да, посмотрел.
зайти, когда стрим вел. Может мне после вас сделать стрим? Так, я не знаю, сделай. Я тебе, Колян, рассказывал, да, я вот Donat Pay пробовал, не получается у меня донатить тебе через Donat Pay. Сделай на своем рекламу, в своем канале рекламу вам. Миш, умеешь саундтреки играть из кинофильмов? Карл, а кого ты спросил? Какие саундтреки? Господи. Я в инсту кинул ссылку на твой канал. Да. Сейчас прям вот толпище зайдет, прям будет у меня тут. Я помню, короче, где же я сидел, в каком приложении. Баду, что ли, или что, девчонка там подписалась такая. Я тебе, короче, сделаю рекламу за бесплатно. Зайду на твой стрим, поделюсь твоим стримом. Вот. Donations, alert, да. Вот, Коль. Вот. А говорю, а сколько у тебя в инсте подписчиков? 64 тысячи. Я говорю, ёптать, ничего, серьезно. Зуб даю. Зашла, короче, правда, сюда. Я говорю, ну давай, что, ну ща не вопрос. И исчезла. Все, до сих пор ее нет. Балабольство, блядь, чистой воды. Что вот так. Есть и такие люди. А вот ребята сидят, сами друг дружку пригласили, сидят тут прикалываются над собой, там, надо мной. Вот. У нас Donat Alert тоже работает и вроде как Donat Pay. Я через Donat Pay, Артем, пробовал Колей, сотку там на развитие канала. Вообще не получается. Нет. Я раньше думал, теперь я стал понимать, почему некоторые стримеры, там, блогеры, стримеры, кидают по 2, по 3 ссылки. Если это, типа, не работает, то вот по этой можете сдонатить денег. А теперь я понял, что вот у меня, например, Donat Pay не работает. Если вот Коля я заходил на стрим, хотел соточку так по-братски скинуть, 100 рублей. У Сергея, вот Сережа тут сидит, модератор, у него все работает, он ему закинул сотку. Или сколько, 25 или 50, не помню. А у меня не работает. Так. Такие дела. Так что, Юль, спасибо, конечно, что поделилась там трансляцию. Вряд ли кто-то забежит. У нас на канале в описании тоже есть Donat Alert. Но видишь, Артем, одно в описании. В прямом эфире. Вон оно что. Это у тебя высвечивается, да, на экране все это. И голосом озвучивается. Прикольно. Если так. То бишь, когда стрим идет, можно, да, в описании зайти там и закинуть там 50-100 рублей там. Два 23, обалдеть. Что, до 3 догоняем, наверное? Нет, не сделал, не знаю как. Да блин. Ты через что сидишь? Через OBS? Какой у тебя там компьютер? Скачиваешь OBS и настраиваешь его. Вот там все эти ссылочки. Сначала надо Donations Alert. Зайти там в Donations Alert. И вот там все ссылки, вот это можно будет. Телефон у меня. Ты через телефон. Как-то и через телефон можно там. Я не знаю. Это вон у ребят, которые... А вообще, знаешь, на YouTube. YouTube тебе в помощь. Там все есть на YouTube. Там молодцы ребята. Прям подробно все объясняют. Вот. Но когда я с телефона стримил, нет, у меня
не высвечивался. Донат, ссылка-то у меня на донат стояла в описании к стриму. Вот. Но не получалось. Ну, не высвечивалось ничего на экране. Часто высвечивается. Вот. Вон и шкала, и вот донатеры, ребята, девчата. Все это высвечивается. Даже подписчики высвечиваются. Кто подписался новый. Раньше ничего не было. Вот так вот. Все, все разбежались. Походу, да. Ой-ой-ой-ой. Нас тоже подписывается. Ну, дай бог, чё. Правильно, Коль? Ну ты через компьютер. У тебя хороший, я так понял, компьютер. Сайты с минусами найди. Сарочка, боже мой. Привет тебе, привет, родная, привет, Сара. Привет, привет. Вот, сайт с минусами. Найди. Минус включился, комп тянет. Включил и пой, чё. Завтра мне человечек попробует переустановить Windows 60. Надо пробовать минусовку попить. Вот именно. Завтра мне человечек попробует переустановить и 64-битную сделать компьютер. 64-разрядный, не понимаю. Карл сказал, будет лучше. Вот, Карл. Завтра, может, попробуем. Чё? Михаил, спойте, пожалуйста, мою песню. Сар, я забыл. Напомни, пожалуйста, сейчас споем. Давай, говори, какая песня твоя. Я забыл, ну че, ну извини, я забыл. Конечно, Колян, пробуй. У тебя хороший, видать, компьютер. Вот. Пробуй. Под минус петь, конечно. Пробуй. И мою песню спойте, пожалуйста. А твоя какая, Карл? Он тут сидит, оказывается. А я думал, он ушел, он так сидит, подслушивает. А она на чё? Наташа тоже сидит. Юля ушла, походу. Или что? Убегая отсюда. Все, я понял. Значит, погнали с песню для Сары. Да. Вот она. Так, что мы все с ми пели? Вот то, что я уже забыл, ее можно петь с ноты ре, а можно с ми. Я не знаю, я не разбираюсь, он Карл, он шарит. Я вообще не шарю. Оперативка, у меня 3 оперативка. Да. Убегая от судьбы, ты не скроешь свои глаза. Там когда-то были мы, а теперь шумит зима. Убегая от себя, ты идешь
я другую, вспоминаю твои глаза, убегая от себя. Ты идешь в глухую даль, а я целуя другую, вспоминаю твои глаза. Вместе с дымом сигарет сгорает моя душа. Тебя когда-то вновь полюбят, но ты знай, не так, как я. Кто сказал, что время лечит? И где лекарство от этой боли? Холод мне тихо шепчет: не заживет рана твоя. Кто сказал, что время лечит? И где лекарство от этой боли? Холод мне тихо шепчет: не заживет рана твоя. И когда-то через годы встречу я твои глаза, улыбнусь, скажу я здравствуй, и утихнет боль моя. Но никогда ты не узнаешь, что это значит жить без тебя. Я тебе желаю счастья, ты любовь и боль моя. Но никогда ты не узнаешь, что это значит жить без тебя. Я тебе желаю счастья, ты любовь и боль моя. Да. Хорошая она песенка. Пойду я подымлю. Так, что там? Вот сейчас я вам такую страшненькую песенку включу. Будете смотреть ее. Так, обзор. Где она? Вот, вот. Михаил, хорошо спели, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мне не трудно.
Чё, Карл, нормально? Теперь ты видел все, да, да. Теперь понятно, что ты такой кусачий. Михаил, я. Да, я здесь. Наталья, я вас слушаю. Вашу песенку спеть. Что здесь смешного? Да ничего смешного. Да ладно, но мы же не... Как это, сколько раз я объяснял людям, которые вот так вот говорили. Мы же не смеемся над ее убогостью. Мы смеемся... Как это? Короче, вы поняли, над чем мы смеемся. Человек спел. Вот именно. Посмеялись, придурки. Она молодец. Я не говорю, что она это самое. Мы еще с ней пели песни. Вот. Я спросил разрешение, говорю, можно я видео наше с тобой скину на YouTube? Она говорит, да, скидывай. Вот так вот. Не только положительные эмоции. Что-то зуб начал болеть. Вроде дома не холодно, но... Наташа, что у тебя моральный кодекс дверью защемило? О, как. Не, не сильно. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен. Я забыл, что было, что значит страх. Я свободен. С диким ветром наравне. Я свободен. Наяву, а не во сне. Вот он аккорд, нифига себе. Надо мною тишина, небо полное дождя. Дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет.
под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост, и все в бездну сорвалось. Свободным стану я от зла и от добра. Моя душа была на лезвии ножа. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Я свободен. С диким ветром наравне. Я свободен. Наяву, а не во сне. Я бы мог с тобою быть, я бы мог про все забыть, я бы мог тебя любить, но это лишь игра. В шуме ветра за спиной я забуду голос твой и о той любви земной, что нас сжигала в прах. И я сходил с ума. В моей душе нет больше места для тебя. Я свободен. Да блять. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Я свободен. С диким ветром наравне. Я свободен. Наяву, а не во сне. Надо мною тишина, небо полное огня. Свет проходит сквозь меня, и я свободен вновь. Я свободен от любви, от вражды, от молвы, от предсказанной судьбы и от земных оков, от зла и от добра в моей душе. На-на-на-на-на-на. Я свободен. Сука. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Я свободен. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Я эту песню не пел, я не знаю, год, наверное. Вообще обалдеть. Сам с чего бы вдруг я взял ее и спел. Ну да. Я свободен, на-на-на. Да, на-на-на, совершенно верно подмечено. На-на-на. Я свободен, на-на-на. Я Валера Туруру. Вот так, наверное, боем надо играть. Ну там голос, конечно, что там говорить? Там, блин, такой голос, ужас. А если еще вот в этой тональности петь, это вообще... Тишина, небо полное. Все, я уже не могу вытягивать. Поэтому я не стремлюсь к оригиналу, ребят, потому что, ну, если я не вытягиваю его,
Когда мне в тот раз кто-то писал, да, а что ты не в такой тональности поешь? Я говорю, ну если я не вытягиваю в этой тональности, зачем голосовые связки мучить? Правильно? Миша, я тут наслаждаюсь твоими песнями. Юр, ты тут сидишь, обалдеть. О, Сара, мне нравится, когда вы скидываете огонек с гитарой. Я представляю, что вы горите. Обалдеть. Юр, так ты тут сидишь, обалдеть. Нифига себе. Да, что, без 15, да, идет стрим, короче, 3 часа. Что, до 3, наверное, что? До 3 добиваем и на сегодня, наверное, хватит. Вот, подсматриваю. Нет, подслушиваешь, наверное, да, Юр? Да пиши что-нибудь, я же всем говорю, пишите что-нибудь. Вот. Вот. Завтра, дай бог. Не знаю, сейчас у сына Карл спросил, он говорит, да ничего не поменяется. Что поменяется? Если ты будет у тебя компьютер 64 разрядный. Вот я пока вспомнил, слушай, Карл, а можно же вот эти цешный и дэшный диск объединить? Как-то говорят, их можно объединять в один. Пока всем. Наташ, ты убегаешь? Ну ладно. Забегай, Натали. Забегай, как будет время, забегай. Не надо в кустах сидеть. Да он изначально один. Диск, что ли, или про что вы говорите? Ну, я же не соображаю, ребят. Это вы там продвинутые. Конечно, при установке Windows будет возможность разбивать. То бишь сейчас уже никак, да? Я вот только научился историю чистить. Это не тебе, Наташа, это он Юра Лайф ТВ. Вот. Научился, что вот на Windows нажимаешь вот этот значок и на буковку R вылазит командная строка, там набираешь темп. И все, и чистишь, короче. Вот это я научился чуть-чуть. Ну там столько командных строк, оказывается, обалдеть. Но я вот только вот эту. Научился. Я же говорю, что нет времени. Что-то. Сара. Беда у тебя сейчас какая? 7? 7 максимальная, пан. 7 максимальная. Как это? Ну как-то там, да, Windows 7. Слушайте, а что, я вам могу же прочитать, наверное, да, сейчас? Все характеристики. Ничего же не заглючит. Ну, если даже заглючит, то ничего страшного. Сейчас, ребят, значит, надо вот это, значит, вот этого свернуть. Ёптать, он не сворачивается, сейчас все потухнет, сука. И установишь 7 64-битную? Я не знаю. Наверное. А чё, не надо или чё? Блин, вот компьютер, что он виснет, что ли? Он даже не сворачивает в окно OBS-ку. Вот, свернул. Так, сейчас я вам почитаю. Так, компьютер. А где же это был? Это компьютер. Блин. Ну-ка, ребят, подскажите, как там характеристики компьютера? Да, план был такой. Карл, подскажи, как найти характеристики, я вам сейчас зачитаю их, и вы скажете, какой компьютер. Напишите. Правой кнопкой на значок Windows. Свойства. Все, я понял, да, свойства. Нет, не то. Ой, 7 же пуск. Сейчас, секунду. Как пуск? Подожди. Пуск. Дальше что? Так. Компьютер. Свойства. Вот, да, вот, смотрите, я читаю. Так.
Windows 7 максимальная, корпорация права защищены. Оценка производительности Windows 5 5.5. Процессор Intel Air Core TM 2 Duo CPU E7500 2,93 ГГц 2,93 ГГц. Установленная память 3 гигабайта. Тип системы 32-разрядная операционная система. Первый сенсорный ввод недоступный. Активация Windows, какой-то код продукта, короче. Вот. Я не знаю, нормально, нет. О, конечно, процессор говно. Ну, я вот тебе и говорю про это. Так что, есть ли вообще смысл переустанавливать Windows? Или что? Так, на полный экран надо открыть. Вот так, F11 нажать. Ну, говорю, он древний, как говно. Мамонт этот компьютер, ну. Приятного вам вечера. Сара, ты тоже убегаешь? Ну, чё вы все расходитесь, ёкарный баба. А вообще, чё? Есть, накопи на новый. Да вот, надо, сейчас сына отправлю и буду зарабатывать денежку. Копить на новый хотя бы. А чё, какой-то? Чтоб чё там было минимально, чё? Ты как-то, я не знаю, там... Ты мне... Вот в видео зайдешь сегодня, если будет время, зайди вот в сегодняшнее дневное видео, напиши мне характеристики какие, чтобы мне было хоть подобрать. Я не говорю, что там, да, потому что, как вот сосед сказал, есть и за 400 тысяч компьютер офигенно. Но куда нахер, я тут полтинник не могу накопить. Вот. Ты напиши мне что-нибудь там, ладно? Я так понял, ты соображаешь в этом. Я же вообще ничего не соображаю. Смысла нет, если все программы работают, ничего не изменится. Оперативки катастрофически мало. Короче, смысла нет менять, да? Просто все слетит и... Ну вот сын и говорит, смысл... Не знаю, Карл говорит, Карл говорит, получше станет. Процессор 4 ядра, 4 гига УЗУ. SSD диск. А что такое SSD диск? А, 2 C-шных, 1 D-шный, что ли, будет? Или что? Процессор 4-ядерный, 4 гига УЗУ память. Значит, что, не менять? Или менять все-таки? 64 дает возможность программ, которые не идут на 32-битный. И все, короче, да? Вон что. Да, что нахер тогда мне? Зачем мне менять? Смысл? ОБС у меня вот 32-битная стоит. Нет, жесткий диск из SMD компонентов делать вместо пластинок привычных. Поменяй, как бы чистка будет. Ну, поменяй. Не, ну, вдруг что-нибудь правда изменится, я не знаю. Посмотрим. Поменяем. Блядь, это все настраивать. Заново. Архитектура сыграет в производительности. Значит, ну, все-таки можно, да? Нужно. Сука, кто-то подставки под микрофон покупает за 35 тысяч. Тут 50 тысяч не могу накопить. Да не, все равно накоплю, потому что... Короче, будет толк. Ты хочешь сказать, 2 вкладки я буду открывать, и мне не будет глючить? Нет, по-любому будет глючить. Ну, посмотрим. Я, знаешь, Карл, если завтра установлю, в воскресенье-то по-любому, я опять попробую Happy Wheels. Но вот это вот все вот эти... Вот это, да что ты, блин. Вот это, там чат я все уберу.
Вот, ну, выключу эти источники на OBS. И попробую так. Без этого. Потому что это же все равно какая-то нагрузка на процессор, правильно? Вот эти вот все чаты, там, вся эта херня. Отслеживаю FPS. Ну, 30 у меня сейчас FPS. 30. Но я знаешь, как сделаю? Тут же есть мастер автоматической настройки. Вот. Если завтра мне сосед переустановит винду, я OBS скачаю уже 64-битную. Я мастер автоматической настройки просто включу и вот, он сам определит, что там как. Может еще и за телефон, то что телефон у меня как модем идет. Модем по-любому надо брать. Вот. У нас нет такого, как в городах, там, Билайн, Дом.ру, вот это вот, роутер проводишь, и там 100 мегабит в секунду. Тоже же, правильно? Интернет же тоже играет офигенную роль. Ну. А иногда FPS уменьшается, прям с OBS, в одной вкладку вот это вот OBS, больше я ничего не открываю. Иногда да. Вот. А раньше, когда у меня была та камера беспонтовая, вебка, там вот здесь вот сбоку слева было написано постоянно почти что-то повысьте, что-то кодировщик, кодировщик перегружен, короче, что-то такое было написано, вылетало вот это предложение постоянно. А сейчас нет, сейчас вот это предложение уже не вылетает. Вот так. Ну посмотрим завтра, что будет. Хуже, мне кажется, не будет, правильно? Я думаю, не будет хуже. Не знаю. А когда куплю компьютер, я его не буду выбрасывать. Я его, знаешь, на что? Я буду на нем минусы включать. Вот минус. Колонки там все возьму. Минус буду включать и даже под минус петь. Да. Так что вот так. Ну, спасибо, ребят, за советы, конечно. Я же в этом пока думал. Вот. Че, все? Минуты осталось, 1,5 минутки осталось. Сейчас до 3 догоним. Все разбежались, что? Да и время уже 10 часов. Надо спать, надо ложиться. Что, завтра на работу. Под воскресенье можно. Ну и то, что после 11 не пою. Под воскресенье можно так, не знаю, посидеть там. Но если будет толк, можно после этого стрима там прям, не знаю, что-нибудь. Happy Wheels попробовать. Ладно, кто остался, ребят, давайте. Всем спасибо за Карл, спасибо за советы, пан тоже. Давайте, до завтра. Вот. Да, надеюсь, в любом случае будет стрим, хоть как. Вот. Да, днем песня, вечером, как обычно, стрим. Да. Ну, всем удачи, всем пока.